Сегодня мы разберем 11 главу Кагурабачи, в которой неожиданно раскрыли одну из главных тайн, связанных с магическими катанами в этом мире. Тихира будет раскрыто настоящее предназначение девчонки Шаль, которую ей уготовил Соджо Геничи. И это даже близко не стояло с тем, что мы ранее предполагали, отталкиваясь от ее бессмертия. Так что погнали разбирать эту главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхва, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 11 глава манги Кагурабачи. Переводил я ее сами, так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. К сожалению, в этот раз никто не поддержал выпуск 11 главы. Очнувшись от увиденного кошмара, главный герой был сбит с толку, поскольку его полностью дезориентировало в пространстве и ходе времени, ибо по его ощущениям он только что пытался спасти Шаль, попав в одну из жестоких ловушек злодея, а тут он уже находился в совершенно другом, неизвестном месте. Как оказалось, после сражения с Геничи и чрезмерное использование Генрёку, то бишь духовной силы, Тихира приличное количество времени пролежал в стационарной больнице для того, чтобы пока не раскрывать его личность в Коммунабе. И как только Ракухира очнулся, к нему тут же наведался Сиба Сазами, рассказав о нынешнем положении дел после сражения. И что вы думаете, Хинао все-таки выжила и даже уже способна принимать в пищу нарезанные яблоки. Но вот Шаль все-таки не удалось спасти. Вот только исходя из полученной информации на допросе от Мадоки, эта девчонка скорее всего была жива, так как нужно было Соджо для манипуляции с камнем Датен, особой руды, обнаруженной во времена войны в размере 250 килограмм, что говорит о ее ограниченности, и являлся она материалом для создания тех самых магических катан. Вот только эта руда сама по себе была очень опасна, потому что с вливанием в нее Гёнрёку эта энергия приобретала настолько невероятную плотность, что ни одно человеческое тело не могло выдержать его воздействия и избежать летального исхода. И только лишь отец ГГ Кунисиге единственный знал метод обработки камня Датен. Но по словам Мадоки, Соджо была нужна Шаль как раз таки именно из-за того, что клетки рода Кёнаги являлись ключом к стабилизации этой руды. И тут наконец-таки все намерения злодея проясняются. Он так сильно восхищался отцом ГГ, великому мастеру клинков, потому что сам задумал создать магическое оружие, а бессмертная девчонка Шаль, клетки и плоть, которую они используют в экспериментах, нужны отнюдь не для того, чтобы получить собственное бессмертие. Ее роль заключалась в том, чтобы стать катализатором, который, стабилизируя руду Датен, даст ему возможность создать неограниченное количество магического оружия, оборот которого в свою очередь представляет огромную угрозу для безопасности государства, и поэтому Коммунаби возложила решение этой задачи на отдельную элитную группу магов. А поскольку в данный момент только Тихира больше всех знал о возможностях оружия противника и нынешнем его повадкам, Азами привел эту группу магов прямо в палату ГГ для того, чтобы они вместе в подробностях смогли обдумать план устранения Соджо Геничи. И Ракухира даже был готов сотрудничать с ними, но только при одном условии: если он также будет участвовать в этом плане, с чем изначально не все были согласны, но учитывая тот факт, что ГГ каким-то образом удалось минимизировать последствия громовых атак катаны, рассекающего облака, они все-таки решили пойти ему навстречу. Вот только, несмотря на это, Тихира после этого сражения получил сильное повреждение мышц руки и скорее всего не сможет использовать магическую катану более месяца. А к тому же, узнав, что он был в отключке на протяжении 5 дней и все это время Шаль постоянно страдала, его желание участвовать в этой миссии только возрастало. Но в свою очередь в воздухе это никак не устраняло некое недопонимание, поскольку элитному отряду Коммунаби было поручено только уничтожение Соджо, и в их планы не входило спасение девчонки. Однако в ту же очередь они не могли позволить ГГ своевольничать, что могло привести к большим неприятностям для всех сторон. А поэтому было решено придумать
в план действий все-таки принять Тихира в исполнение этой миссии. И пока элитные маги будут устранять Геничи, на плечи Рукухира ляжет спасение Шаль. Это решение будет самым здравым в их положении. Однако, вспоминая ранее сказанные слова злодея в сторону этих магов, скорее всего Тихира придется спасать и их от Соджо. И это прям очень вероятно. Так что посмотрим, как же ГГ будет сражаться, пока не заживет его рука. Ведь в этой миссии ему по-любому понадобится катана Небеса Бездны. Что ж, будем тогда ожидать следующую главу. И также, не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.